числе сказок Киевского Майдана есть такая. Стремящиеся в Европу украинские граждане не стали терпеть наступление на свободу, предпринятого Виктором Януковичем. Речь о так называемых диктаторских законах от 16 января 2014 года. И вот теперь уже проевропейский Петр Порошенко готовится их переплюнуть. А Майдана все нет и нет почему-то. В Украинской Верховной Раде находится на рассмотрении законопроект под легко запоминаемым номером 6688. Вот информация о нем на официальной странице Всеевропейского парламента. Из написанного следует, что инициировали законопроект патриоты со справками, вроде сумасшедшей Татьяны Черновол и Дмитрия Потернет-Тымчука, а продвигает документ Комиссии по вопросам национальной безопасности и обороны Украины, которую, к слову, возглавляет возивший оружие снайпером Майдана нардеп Пашинский. Казалось бы, уже патентованные-то украинские патриоты должны инициировать нечто такое, что горячо поддержит сведомая общественность. Но нет, не поддерживает. Бухтит в соцсетях, что законопроект 6688 оказывается хуже так называемых диктаторских законов Януковича. Ну вот, к примеру. Из текста документа и комментариев патриотов следует, что принятие законопроекта уничтожит приватность в интернете для жителей Украины. Того же мнения придерживаются и украинские политологи. Послушайте мнение одного из них, Владимира Макаровского. Печально известный, назову его так, вот печально известный вот этот вот закон 6688, это закон по бетонированию информационного пространства в Украине, это несомненно. Под видом интересных вещей, борьбе с кибербезопасностью и прочими вот замечательными вещами проводятся действительно драконовские методы, против которых вот эти вот диктаторские законы Януковича, по большому счету, детский лепет, простите за фразеологизмы. Вот. И еще хочу отметить, что вот этот закон и, так сказать, пропихивание президентского варианта ЦВК, это все звенья одной цепи. Это подготовка, зачистка правового, информационного поля под удобную поляну для проведения выборов как парламентских, так и президентских. Пока что депутаты Верховной Рады упираются, отказываясь вносить уже поддержанный профильным комитетом законопроект на рассмотрение. Однако рейтинг Порошенко и так ниже плинтуса, и отступать ему некуда. Так что он будет давить, либо покупать голоса. Тем более, что СБУ охотно вписались за подавление любого свободомыслия в интернете. СБУ считает, что внесение изменений в действующее законодательство в части обеспечения информационной безопасности и кибербезопасности обеспечит внедрение правового механизма блокировки информационного ресурса или сервиса на основании решения следственного судьи и суда в уголовном производстве. Блокировка возможна по решению СНБО Украины, принятым в соответствии с законом Украины о санкциях. Применение Российской Федерации в ходе гибридной войны новейших технологий против Украины превратило информационную сферу и киберпространство в одну из ключевых арен противоборства с агрессором. Как удобно, правда? Борьба против России – это ведь прекрасный повод заткнуть рот вообще кому угодно. Кто не хочет добровольно устанавливать у себя ключи шифрования, отдавая весь трафик под контроль украинского гестапо, тот москаль и агент Путина. В связи со всем этим назревает вопрос: а где же Майдан? Сведомые же дудели нам из каждого утюга о высочайшей самоорганизации всеевропейцев, о том, что они свергнут любую злочинную владу, как Януковича, если так хоть чуть-чуть покусится на их права и свободы. И что? И где? Почему никто не берет чай, пиво, хорошее настроение, зонтики от солнца и не идет устанавливать палатки у администрации президента Украины? Где все эти люди с 3 иностранными разговорными языками, 5 высшими образованиями и 7 работающими бизнесами у каждого? Ау! Ведь прописанная в законопроекте 6688 блокировка сайтов по решению Совета нацбезопасности и обороны или даже рядового следователя – это ведь круче, чем диктаторские законы Януковича. В тех право решения без суда ограничивать доступ к интернет-ресурсам, распространяющим противозаконную информацию, либо осуществляющим деятельность информационного агентства без регистрации, получала лишь Национальная комиссия по госрегулированию связи и информатизации. Стыдно признать, что никакого народного протеста, оказывается, в 2013-2014 годах не было. Так ведь? Что, маленькие украинцы, как бараны, бежали за козлами-провокаторами и делали лишь то, что им приказывали люди вроде заседающего в Верховной Раде Пашинского. Как гласит украинская поговорка, бачили очі, що купували, тепер іште хоч повилазьте. Ешьте, украинские патриоты, именно за это вы там и скакали.